Продолжаем говорить о фининновациях и рынке микрозаймов в Казахстане. К нам присоединился наш следующий гость Дмитрий Балахнин, глава пиар-службы компании «Робот-Займер». Дмитрий, добрый день. Добрый день. Как вам сегодняшняя конференция? Мне понравилась конференция. У любой конференции, на мой взгляд, должен быть какой-то месседж, какой-то посыл. Должна быть своя концепция. Вот на этой конференции я увидел, что есть главный месседж. Во-первых, мы пообщались друг с другом, обменялись мнениями и сами для себя убедились в том, что мы на правильном направлении. Во-вторых, я думаю, что, скажем так, отголоски этой конференции пройдутся по всему Казахстану, и многие люди смогут прочитать вот этот наш месседж, да, то есть о том, что в экономике неизбежна диджитализация, да, как здесь назвали, оцифрование, да, финансовых процессов. Мы уже говорили о том, что привезем в Россию новый термин оцифрование финансовых процессов. Вот, наверное, это новый термин, который мы привезем с этой конференции. Дмитрий, поговорим о компании «Робот-Займер» и группе компаний «Робокэш», в которую входит «Робот-Займер». О присутствии в Казахстане этой компании расскажите, пожалуйста. Ну, смотрите, мы, в общем, можем сейчас говорить о финансовой группе, о финансовом холдинге. В состав финансового холдинга входит две компании в России. Это онлайн-сервис Займер.ру, «Робот-Займер», под брендом «Робот-Займер». Это сеть офлайн под брендом Финтера. Это в Казахстане офлайн и онлайн. Это «Робот-Займер», Займер KZ. С августа 2015 года. Да, с августа 2015 года, совершенно верно. В России, кстати, сервис «Робот-Займер» основан в 2013 году. Вот, был выдан первый займ. Затем, через какое-то время, вот мы пришли в Казахстан, Займер KZ. Затем создан сервис онлайн-кредитования в Испании, Престамьер ЕС. Вот. И в 2017 году запущен в работу сервис для привлечения розничных инвестиций, который будет работать на территории стран Европейского Союза, это «Робокэш». Вот. То есть компания «Робокэш», его задача генерировать инвестиции для всех наших компаний-кредиторов. Казахстанские займы участвуют? Казахстанские займы участвуют, совершенно верно. То есть «Робокэш» призван генерировать инвестиции для испанских, российских и для казахстанских на данный момент. Но мы планируем развиваться, у нас есть своя стратегия, то есть это азиатские рынки. Сейчас об этом пока рано говорить, но я думаю, позже все узнают об этом. Давайте поговорим о вашей технологии Peer-to-Portfolio, которую вы сегодня презентовали. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за технология, в чем уникальность ее? Ну, смотрите, да, Peer-to-Portfolio – это такая модель, которая подразумевает собой, что желающий инвестор, любой инвестор, который желает заработать деньги на рынке альтернативного кредитования, а онлайн-займы являются альтернативным кредитованием, он может инвестировать в «Робокэш». Почему peer-to-portfolio, а не, как принято говорить, peer-to-peer, да, там от частного лицу к частному? Потому что компания «Робокэш» занимается тем, что, инвестор инвестирует не просто в какой-то конкретный займ какого-то заемщика, а инвестор инвестирует средства в портфель компании. То есть «Робокэш», он аккумулирует у себя определенные займы, портфель компании, который мы представляем, как я уже говорил, российский, казахстанский, испанский и так далее. И инвестор инвестирует в наш портфель. В чем преимущество такой модели? В том, что, во-первых, мы как финансовый холдинг, у нас уже есть отработанная своя скоринговая система. У нас уже, скажем так, отработана бизнес-модель, доказанная эффективность, да, то есть мы работаем в прибыль. Вот. И инвестор, который будет инвестировать займ, он не несет рисков по невозврату этого займа. Компания «Робокэш» ему гарантирует возврат займа. Как раз за счет того, что у нас хороший скоринг, за счет того, что у нас мало дефолтов, мы уверены в том, что мы предоставляем, большую часть качественных займов,
Именно поэтому инвестор может быть спокойнее за свои деньги. Он инвестирует, и площадка Робокэш ему гарантирует возврат вложенных денег плюс причитающийся процент по инвестициям. А P2P площадка, там инвестор вкладывает и в какой-то займ. Но если заемщик не возвращает этот займ, чаще всего это проблема самого инвестора. У нас такого нет, то есть мы гарантируем возврат. То есть у вас есть гарантия обратного выкупа Робокэш, да? Да, есть гарантия обратного выкупа. Во-первых, вот если коснуться этой темы, есть гарантия обратного выкупа. И у нас, поскольку мы привлекаем инвестиции в странах Европейского Союза, одна из очень привлекательных процентных ставок – это 14% годовых в евро. Вот. Почему оно еще называется альтернативное инвестирование в альтернативное кредитование? Потому что получается, что у инвестора есть выбор. Это либо делать депозит в банке, вот, либо вложиться в сектор онлайн-займов. Вот. Но сектор онлайн-займов здесь большая доходность, чем по сравнению с банком. Существенно больше. Поэтому мы здесь привлекательны. Площадка это более привлекательная. Как автоматизированы бизнес-процессы у вас? Есть ли какие-то интересные, уникальные технологии, о которых вы можете рассказать? Смотрите, автоматизация это вообще целая история. Это просто конек нашей компании. Сервис робот-замер, почему он и называется робот? То есть это не просто выдумка. Это на самом деле принцип работы компании. Принцип работы всех наших сервисов. То есть, если говорить о сервисах займов, то действительно за счет скоринг автоматизированный, выдача займа, она полностью автоматизированная. То есть присутствие человека как такового вообще во всем процессе, она отсутствует. Вот. Ну или, скажем так, минимально совсем. Естественно, есть вопросы, которые клиент хочет задать, допустим, сотруднику контакт-центра, такие моменты есть, но в принципе человек заходит на сайт, оформляет заявку на нужную сумму, на нужный срок, и затем полностью процесс автоматизирован, то есть она не поступает менеджеру. Робот ее автоматически обрабатывает, делает идентификацию, скоринг человека, автоматически денежные средства перечисляются клиенту на, скажем, на тот способ выдачи, который он предпочел. Банковская карта, либо какой-то электронный кошелек и даже банковский счет, если он желает. Это тот же самый принцип в России, который мы внедрили. Мы его также внедрили в Казахстане. То есть в Казахстане Займер KZ, то также под брендом Робот-Займер. Это тоже автоматизированный сервис. И Робокэш, инвестиционная площадка, она также автоматизирована. В чем заключается ее автоматизация? Автоматизация заключается в том, что любой инвестор задает параметры. Например, выбрать страну, в займы которой он хочет инвестировать. Например, он не хочет инвестировать в Испанию, в Россию, он хочет в Казахстан. Выбирает галочку «Казахстан». Например, минимальная сумма, да, он хочет, чтобы минимальная там инвестиция была начиная от 50 евро, максимальная сумма и так далее. Ряд параметров он автоматически формирует, вот эти вот критерии, автоматически уже ему подбирается, ну, скажем так, портфель для инвестирования. И последнее, сколько клиентов вам удалось привлечь вот с момента присутствия в Казахстане? Не клиентов, инвесторов. Инвесторов порядка 280. В сумме это 400 тысяч евро за 1,5 месяца. На наш взгляд, это пока только первые данные. Мы рассчитываем на большой успех этого проекта. Потенциал в этом есть. Хорошо, Дмитрий, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях был Дмитрий Балахнин, глава пиар-службы компании «Робот-Займер». Мобильная студия продолжает свою работу. Ждем следующего гостя.